черные, конечно, нехорошо. Сейчас мы лучше вот яблоки поставим с виноградом. Да, давай. Ой, ну прямо. Натюрморт, Галина. Да. Это Ну, в кадре всё все равно не красиво. будет. А? Ой, А, кстати, ты Ну, да. мои-то не затрешь то, что ты смотри, петь. Это да, ты смотри, мой дорогой. да, ну что, может быть, ты расскажешь, конечно, вообще страшно интересно, это еще довоенные какие-то годы. Вот. Да, про Учебу в длину, школе. про длину, про Да, как ты учебу классы учебу в ходил. школе. И вообще это время там после, так сказать, 30-е годы про семью, то есть отца, мать. Да, как мама на Кирогазе готовила вам. Да. из- Где вы из жили? трески. Где вы жили, в каких условиях, там, в квартире, в коммуналке, как зимой, там, ну вот такие вещи, то есть, как это происходило, то есть. Ну что ж, семья у нас была 4 человека. Отец, мать и брат мой. Брат был Старший или младший? младший, он был инвалид детства. Угу. Говорили, что его, когда он был, его няню уронила как-то, и он не мог получить образование, не мог он нормальный такой уровень иметь для человека. Угу. Вот, не мог приобрести специальность. Отец мой был во время гражданской войны, он служил в конной армии. Он занимался снабжением армии. Во время мировой войны он был контужен, попал в немецкий плен. И есть, по-моему, фотографии, где пленные сидят вокруг костра. Как они получилось, что немцы разрешили им сидеть вокруг костра. Вот. Потом во время гражданской войны он служил в конной армии. Вот, у нас есть грамота, подписанная Ворошиловым, Буденным, благодарность вот красноармейцу такому-то, красноармейцу, командиру, участнику гражданской войны. Он говорил, отец, что он Фрунзе его знал хорошо. Но потом он переехал в Архангельск. Откуда? До этого жил где-то в другом месте? Ну, до этого он воевал, у него не было постоянного места жительства. Он вообще, его родина Даугавпилс в Латвии, по-русски Двинск. Вот. Ну, потом он уехал в Архангельск. Моя мать уехала оттуда из Белоруссии, они там встретились, поженились. Это, видимо, было в 1924 году. Ну, в 1925 году родился я. Вот потом отец, когда был такой период, НЭПа начался, он занялся частной торговлей. И когда период НЭПа кончился, то его, значит, лишили избирательных прав. По этому поводу он, о постановлении его, он обращался к Ворошилову, я видел письма его. Угу. А чем он занимался во время НЭПа? Торговлей. То есть какой-то магазин или... Ну, вот подробности я не знаю. Подробности не знаю. Но он занимался торговлей. Кроме того, там у нас был какой-то родственник в Америке, который
посылал нам деньги. Вот. А тогда, во время НЭПа, были магазины, где на иностранные деньги можно было купить любой товар вообще. Ну да, березка. Да, это березка того времени, если можно сказать. Вот. Они назывались турксины. Торксин, да, был, назывался. Ну, а потом те, кто были в свое время как-то связаны с Торксином, ну, их не сказал бы, что их преследовали, но, во всяком случае, они были уже на каком-то подозрении, так скажем. Ну да. Вот. Классовый чуждый элемент. Ну, кроме того, там он занимался торговлей, потом что-то у него получилось, растрата какая-то. Я не знаю, сидел ли он в тюрьме или не сидел, но был суд. Вот его. Это уже когда ты родился, то есть был уже. Ну, почему это было? Почему? Это было, наверное, в году. Ну, я точно хронологию не знаю. Мне кажется, это было в году 35-м, 36-м. Ну я понял, то есть уже. Угу. Ну вот. Так что вот такие были обстоятельства. А мать моя всю жизнь работала киоскером в киоске, газеты продавала. Угу. Наверное, она 40 лет работала. Ничего себе. На морозы, в общем-то, там морозы, конечно, были не такие, как здесь. И здесь были морозы тоже в свое время, когда я здесь поселился в 54 году. Вот. И в 41-м. Ну, в 41-м я Сильные здесь не морозы. был, вот, так что, но говорят, что были морозы в 41-м до 40 градусов. Угу. Понятно. Так что мать практически, ну, отец болел часто, вот сказывалась эта контузия. Угу. Вот, он тоже, у него специальной профессии такой постоянно не было. Он то работал то агентом по снабжению, то курьером, то еще кем-то. Угу. Вот. Так что в основном содержание детей было на плечах матери. Вот. Она продавала газеты и книги. Я к ней часто приходил в киоск. Видимо, с тех пор у меня зародился интерес к печатной продукции. Так я понимаю, с того времени. Но жизнь в то время постепенно улучшалась. Я не знаю, в каком году, но была отменена карточная система. А вы жили где? В домике, в квартире, в коммуналке? Мы жили в частном домике. В частном домике у нас была там комната. Мы проходили, проход был через комнату хозяев. Хозяева, мы жили рядом с военной казармой на Пермской улице, потом ее переименовали в улицу Суворова. И думаю, что хозяева были бы не прочь от нас избавиться. Но были такие законы о том, что люди, поселившиеся в какое-то время, даже в частном доме, их выселить нельзя было. Вот. Они могли жить там. Ну, я не знаю, наверное, плата была очень небольшая, так я думаю. Но была отдельная комнатка, в комнате была печка. Вот. Мать готовила на кирогазе. В основном это была треска. А вода? Треска была очень дешевой в то время, очень дешевой. Суп из трески, второе из трески. И вообще архангелогородцев называли трескоедами. Город был такой еще не современный, не материализированный. Были деревянные мостовые в основном по городу. Вот. На окраине города, Мхи так называлось, там уже начиналась тундра,
Там можно было собирать ягоды, в частности, можно было собирать такую ягоду, как морожка, северный виноград, который нигде, кроме как там не растет вообще. Ну, жизнь была, в общем-то, нелегкая, но я учился нормально, переходил из класса в класс. Были у меня товарищи, конечно. Каких-то удовольствий, но денег на какие-то удовольствия, развлечения родители не давали. Но мы с приятелем... Учились, а школа была совместная? Да, школа была совместная, да. Угу. И тогда совместное было обучение. Денег у нас таких не было, но мы собирали бутылки, сдавали их, и на эти деньги с приятелем ходили в кино. Вот. Особенно запомнились мне в то время кино с участием Чарли Чаплина. Я их тогда посмотрел впервые. «Новые времена», «Огни большого города». До сих пор я их вспоминаю вообще. Это были такие для того времени, конечно, да и не только для того времени. Это были потрясающие фильмы. А увлечения у тебя были, я знаю, шахматы? Да, дело в том, что я мог заниматься. Тогда очень широко распространены были кружки. Никаких, конечно, платы никакой не существовало за кружки. Вот. И я ходил в 2 кружка в Доме пионеров. Это был шахматный кружок, и там был еще морской кружок. Там были морские игры, морские бои, а летом были практические занятия на шлюпках, гребля. Вот. Я во всем этом участвовал. В шахматах я, конечно, очень больших успехов не достиг. Выше 3-й категории не поднялся, по-моему. Вот. А на веслах у меня тоже были проблемы. У меня как-то, я не помню, так сбивался. Я не мог грести, попадать, как сказать, так, чтобы... Со всеми вместе? Со всеми вместе, да. А это на Белом море было? Нет, на Двине. Двина была очень широкая. Двина, ну, она и сейчас широкая. Следует противоположный берег, километра 1,5-2. Поздно она освобождалась от льда. И у мальчишек было такое хобби, как можно раньше искупаться после ледохода. Вот. Что-нибудь это очень раннее было купание, учитывая, что недавно проходил ледоход, очень раннее было купание в конце мая. Считалось, это очень раннее купание, вскоре после ледохода. Ну там и летом было не тепло в этой реке купаться. Летом было тоже не жарко, да, но пляжи в Архангельске, песчаные пляжи, я думаю, что они превосходят пляжи и Сочи, и Анапы, и Хосты, и кого угодно. Пляжи песчаные, замечательные. Очень. Песок, широкие пляжи. Ну, вода такая, конечно, она не теплая, но иногда летом она нагревалась очень прилично. Понятно. Такая северная Двина. Понятно. Так что она... А в пионеры тебя принимали? В пионеры нет. Тогда были уже пионеры-то? Или как? Да, были пионеры, но я не помню, что меня принимали в пионеры. То есть как-то, как это, то есть были в классе пионеры какие-то и вообще как? Ты знаешь, эту историю я не помню вообще. Совершенно не помню, как это как-то
прошло мимо меня. Ну, Ну, какая-то политическая жизнь в школе была? не помню то ли. Но я, во всяком случае, помню, что никто тогда не принуждал вступать в пионеры. Вот. Но успехи мои в учебе были неплохие. Меня воспитательница младших классов ценила вообще. И я тоже старался не ударить лицом в грязь. Когда она спрашивала, то я говорю, читаю Гоголя, а в следующий раз Гегеля буду читать. Вот так. Так что я считался очень начитанным, просвещенным мальчиком. А учителя еще же, наверное... Это уже были советские учителя или как бы еще старорежимная, так сказать, школа, как перетекли из старой школы? То есть, ну, были вот образованные или это какие-то обученные там Нет, каком-нибудь... были образованные, хорошие учителя, учили нормально. Учили нормально. Из иностранных языков был немецкий. Вот, конечно, до войны был распространен немецкий в школах. Вот. Ну, я, по-моему, в какой-то мере, конечно, тогда не ставилась задача овладеть языком в совершенстве. Но что-то я какие-то стихотворения, там, какие-то фразы такие немецкие я выучил. Вот сейчас не могу вспомнить просто уже. Как говоришь, ты же мне рассказывал. Подожди, а Пионер. у тебя немецкий разве не сохранился, как бы, вот, то есть ты сейчас читаешь Нет, по-немецки? ну потом я в университете изучал, я читаю по-немецки, конечно. Ну, понятно. Ну, тогда разница была. В университете учили уже профессиональный языку, чтобы читать исторические произведения. Вот. А тогда, конечно, было в школе учили по-другому немножко. Какие еще предметы у тебя были наиболее хорошие в плане успеваемости? Ну, у меня по всему успеваемость хорошая. По-моему, только, я уже не помню, в основном были пятерки, только несколько. Нет, я не помню, то ли физика, то ли химия были четверки. А так основные были пятерки. Понятно. Ну, историком ты еще тогда не надумал становиться? Да, не надумал. У меня не было еще такой склонности. Я еще не выбрал себе, не думал о своей будущей профессии. Не думал тогда. Ну, а как-то, то есть получалось, что вся, ну, то есть деньги и вся это самое обеспечение лежало на плечах матери, то есть приходилось ли что-нибудь там подрабатывать, что-нибудь такое не было, да, еще? Нет. Ну, Хватало более, поскольку, да, или да. как-то... Потом еще больной брат, да, о нем приходилось постоянно, то есть он вообще не выходил, да? Нет, то есть он, почему он выходил? то есть он сам о себе заботился, не то, что он лежал нет, там. он и не лежачий, нет. Это умственно недоразвитый, так скажем. да, вот такая так у вот него получилось. инвалидность. А, Нет, он физически он был здоров вполне. Ну, ты с ним общался, да? Ну, естественно, конечно. ну тяжело, да? Все равно Да, так. но проблем с питанием не было. В смысле, треска была очень доступна, очень дешевая. По-моему, Хлеб, наверное, тоже был, 40 да? копеек килограмм, по-моему. Или хлеба было тяжело? Хлеб, нет, хлеб, после того, как отменили карточную систему, хлеб был нормально, доступен. И очень большой радостью было, когда в каком-то году стал в магазинах появляться белый хлеб. Да, это был черный. черный, Да. да? Вот. Стал появляться белый хлеб. Мы имели возможность покупать белый хлеб, кушать. Но с овощами, с фруктами там в Архангельске, конечно, плохо было. Я не помню, что какие-то фрукты нам доставались даже летом. Да? Да, не помню просто. Ну, картошка была, овощи были. Понятно. Ну, а мясо, наверное, деликатес было, да?
Да, насчет мяса я не помню, чтобы мы особенно увлекались мясом. Вот. Понятно. А какие-то еще родственники были в Архангельске или вот вы жили В с семьей? Архангельске нет, там еще был брат матери жил. Мгм. Он хорошо устроился, он бухгалтером работал в военторге. Вот у него были дочери, то есть мои двоюродные сестры, они, возможно, бы еще и живы до сих пор. Мгм. Вот, но я с ними как-то связи потерял. Мгм. Ну, он, конечно, был более обеспечен, чем мы, бесспорно. И, видимо, помогал матери, хотя я подробностей не знаю вообще. Мгм. Понятно. А какие-то, ну, какой-то круг общения он из кого состоял? Там вот твой или там какие-нибудь друзья, родители или еще кто-то, какое-то общение там происходило, там какие-то, ну, как-то люди ходили друг к другу в гости там, или что-нибудь как бы дружили, или вместе там в кино ходили, в театр или Нет, еще что-то. У или меня ничего? был приятель такой, с которым вот мы собирали бутылки, ходили в кино вообще. Мгм. Он, Вот. мгм. А так каких-то А что с ним стало потом, неизвестно? неизвестно. А потом что... Война? Нет, он нормальный был. Вот. Но что потом стало с ним, я не знаю. Мгм. Я как-то уже после войны приезжал, уже на каникулы, когда учился, но я уже не мог его найти. Мгм. Такие дела. Понятно. Когда война началась, мы как раз были на пляже. Были на пляже, вернулись домой. И тут мне сказали, что вот выступал Молотов, началась война. Вот, и А ты к тому времени закончил какой-то там 8 класс? Там, 9 девятый. классов. Да. Нет, я 8, наверное, закончил. Мгм. В 9 научился в 42-м году. Мгм. Вот. В 10 я не поступил. Я уже началась война, начался голод, в Архангельске был голод довольно большой, серьезный. Хотя, несмотря на то, что через Архангельск поступали товары американские, вот, продовольствие в частности и мука, но был такой сильный голод. Вот. Я тогда пошел работать на курсы масленщиков тогда во флоте речном. Там давали самое на хлеб карточку 800 грамм. Ну, успехов я в этой области не сделал больших. Вот. Ну, как-то уже наступила навигация, сообщение на судах прекратилось речного флота. Вот. А в январе уже начался призыв 25-го года. Мне тогда исполнилось 17 лет и 1 месяц. И вот меня уже тогда призвали. Вот тогда меня записали сразу в комсомол. Вот, сразу записали. И 12 января, помню, меня зачислили уже в училище. Оно называлось Авопово-Архангельское военно-пулеметное училище. В окрестностях города оно находилось. Вот. И ты туда поехал учиться. Не то, чтобы я сам поехал. Нас туда повезли вообще. И довольно строгий режим там, когда я не помню, чтобы меня куда-то отпускали, но домой на побывку я просто этого не помню. И помню только, что уже когда училище расформировали, из 5 батальонов 4 отправили на фронт, то меня вот тогда
провожала мать, когда отправляли. Вот, на этом, так сказать, ну, мое предвоенное пребывание в Архангельске закончилось. Потом я уже вернулся после ранения в 45-м году туда. Мгм. Вот такие дела, Толя. Мгм. Понятно, понятно, понятно. А как родители пережили эту войну? Отец умер в 42-м году. В В 42-м, да. 42-м году умер. Ну, у него все время была хроническая болезнь, контузия. Наверное, голод его ускорил даже смерть. Мгм. А мать жила, она была донором, она всю войну сдавала кровь. Мгм. И за доблесть тут в Отечественной войне она получила медаль вот эту. Мгм. Вот. Она работала хорошо, сдавала кровь. Вот. Ну, тогда тем, кто сдавали кровь, давали обед очень хороший после этого. Ну, я не знаю, платили ли деньги или нет. Но она, в общем-то, кроме того, газеты пользовались успехом, их не хватало. И те, которые, значит, хотели иметь газету, иметь постоянную газету, они как-то старались поддержать мать материально. Вот. Была та, с которой ты встречался, Гемп, Гем Ксения Петровна. Ксения Петровна. Вот ее муж, я не помню, как ее звали, ее муж был преподавателем, историк Архангельского педагогического института. И когда я вернулся с фронта, то по его протекции банки мясные, американские тушенки, она была вполне съедобная, несмотря на то, что были измятые, но можно было вполне хорошо питаться. Но благодаря этому я, так сказать, и я, и семья, в общем-то, немножко жили получше. А жили все там же, да? Вот у тех Жили же все самых? там же, жили все там же, в этой комнате, да, жили все там же. Вот. И тогда я, когда вернулся с фронта, я в школе рабочей молодежи закончил 10 класс уже. Получил уже тогда аттестат. Тогда не помню, как это называлось просто. Вот такие вкратце. А как тебе пришла мысль уже учиться дальше? Ну, на историка или Нет, и у меня на историка не было такой задумки, что учиться на историка. У меня двоюродный брат, который жил в Ленинграде, который тоже воевал. Он был физиком, учеником Курчатова. И он меня агитировал, чтобы я поступил на математический факультет. Но там какие-то экзамены, которые были мне трудны. Вот. Особенно у меня плохо получалось дело с черчением. Ну и благодаря этому я решил поступать на исторический факультет. Ясно. Значит, получается случайно. Да. Ладно, я пойду. Ну, какие-то льготы были Подожди, для тех, кто возвращался с фронта, демобилизованных. Были льготы. Нужно было сдать только экзамен. Конкурса не было. Нужно было сдать экзамен на положительную отметку. Ну, самое трудное было сочинение, но я написал его на тройку все-таки. А почему в Ленинград? То есть Ленинград, потому что там родственники были? Родственники были, да. Там были родственники. Там тетка моя была, два вот этих моих двоюродных брата. Вот. Это, конечно, меня, так сказать, поощряло поехать именно в Ленинград. Света нет с той стороны. Да ты продолжай снимать. Ну, на сегодня хватит, наверное. Ну да, Не, ну, продолжай. Не, а что, ну,
Уже Нет, там, устали. ну, нет, ну можно, в принципе, давай выключи тогда сейчас, дадим Ладно. покушать.